Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас сегодня вечером. У нас продолжение вечерних лекций по Шримад Бхагаватам по вторникам с его милостью Партха прабху. И сегодня у нас будет первая песнь, 5 глава, 10 стих. Dear Partha Prabhu, we're so happy to welcome you on our channel again. Thank you for joining us and sharing your wisdom and kind association. And you have the floor. Спасибо. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Text 10. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 5, текст 10. Na yadvachas chitrapadam harer yasho jagat pavitram prabrinitakarichet tadvayasam tirtam ushanti manasa nayatrahamsa niraman yushikshaya. And would you like to read word for word translation and purport? Oh, oops, I had my mic off. Yeah, sorry. Пословный перевод. На, не. Яд, те. Вачаха, слова. Читрападам, украшающий. Харех, Господа. Яша, славу. Джагат, вселенная. Павитрам, освящается. Прагнита, описано. Кархичит, едва ли. Тат, то. Ваясам, ворон. Тиртхам, место паломничества. Ушанти, полагают. Манасаха, святые люди. На, не. Ятра, где. Хамсах, совершенные существа. Мираманти, наслаждаются. Ушикшаяха, те, кто живет в трансцендентной обители. Перевод стиха. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Prabhu, do you think I should read the whole purport or just the first paragraph? Why don't you read the whole purport? Okay. Комментарий его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупада, Шила Прабхупада, Ки Джай. Вороны и лебеди – птицы разного полета, так как у них разный склад ума. Людей, занятых кармической деятельностью или движимых страстью, можно сравнить с воронами, а совершенных во всех отношениях святых людей с лебедями. Вороны получают удовольствие, роясь на свалках и помойках, так же, как одолеваемые страстями люди, действующие ради наслаждения, находят удовольствие в вине, женщинах и посещают места, предназначенные для грубого чувственного наслаждения. Лебедей не привлекают места, где устраивают свои сборища и совещания вороны. Их можно встретить лишь там, где царит атмосфера естественной красоты, где поверхность живописных прозрачных водоемов украшают прекрасные разноцветные лотосы. Такова разница между этими двумя видами птиц. Природа наделяет разные формы жизни различными типами мышления, поэтому невозможно подходить ко всем с одинаковой меркой. Подобно этому, для людей с различным складом ума существуют разные виды литературы. Популярные произведения, привлекающие людей, подобных воронам, содержат главным образом гниющие отбросы чувственных тем.
Как правило, они состоят из мирских разглагольствований, касающихся грубого тела и тонкого ума. Эти предметы описываются изящным языком с множеством мирских сравнений и метафор, но при этом они не прославляют Господа. Чему бы ни была посвящена такая поэзия и проза, она считается украшением мертвеца. Духовно развитые люди, подобные лебедям, не находят никакого удовольствия в подобной мертвой литературе, которая может доставлять удовольствие только тем, кто сам духовно мертв. Эти произведения, написанные под влиянием гун страсти и невежества, под разными ярлыками распространяются среди людей. Но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека, и поэтому духовно развитые люди, подобные лебедям, не хотят иметь с ними ничего общего. Таких духовно развитых людей называют также манаса, поскольку они всегда поддерживают высокий уровень добровольного, трансцендентного служения Господу на духовном плане. А это полностью исключает кармическую деятельность, совершаемую ради удовлетворения чувств грубого тела, или тонкие спекулятивные рассуждения эгоистического материального ума. Публицисты, ученые, мирские поэты, философы-теоретики и политики, поглощенные совершенствованием материального чувственного наслаждения, всего лишь марионетки в руках материальной энергии. Им доставляет наслаждение рыться в отбросах запретных тем. По словам Свами Шридхары, это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения. Но парамахамсы, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа. Так заканчивается комментарий Шрилы Прабхупады к 10 стиху 5 главы 1 песни. Thank you. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhattade Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitame Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvasesha Sunyavadi Pashnat Chadeshatane Omagana Timarandasha Janan Janan Chalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vajalam Pangam Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. So in this world, there's many very valuable commodities. В этом мире есть очень много важных вещей. And people take these to be very dear and treasure them. Эти предметы собственности люди ими очень дорожат. Just this week, there was the most expensive diamond that was ever sold. Как раз на этой неделе был продан самый дорогой за всю историю бриллиант. And it was about the size of an egg. Он был размером с яйцо. And it recently sold for $15.5 million. Он был продан примерно за 15,5 миллионов американских долларов. But at the same time, there's one commodity which is much more valuable than any material commodity. Но в то же время есть одна вещь, которой мы можем обладать, которая намного важна, чем любая материальная вещь. And that's the commodity of time. И это вещь, время. I'm sure we've all had some experience where something happened and we think, if only I could turn the clock back. Я уверен, каждый из нас в какой-то момент думал, что-то происходит, и мы думаем, только бы если я мог повернуть стрелки часов вспять. And do something different and be in a different place. Оказаться в другом месте, сделать что-то по-другому. But there's no amount of money, no amount of gold, no amounts of diamonds that can even purchase back one moment of lost time. Но ни за какие деньги, ни за какое золото мира мы не сможем купить себе, вернуть хотя бы одно мгновение утраченное времени.
So time is something that's invaluable. Поэтому время – это что-то бесценное. And so I appreciate that the audience that's here today is utilizing their valuable time to try hear something about Krishna. Поэтому я благодарен нашим зрителям за то, что вы тратите свое время на то, чтобы слушать о Кришне. And I pray to Krishna, I will not waste your time. И я буду молиться Кришне, чтобы не потерять это ваше время. So in the Shrimad Bhagavatam, it describes how both by rising and setting, the sun is decreasing the duration of life of everyone. В Шримад Бхагаватам описывается, что солнце, когда оно поднимается и опускается, естественным образом сокращает жизнь каждого живого существа. So in the material world, with each consecutive day, we are actually one day closer to our demise, to the death of this body. В материальном мире с каждым приходящим днем мы еще на один день приближаемся к своему уходу. And so Shrimad Bhagavatam describes that this is true for everyone in this world. И Шримад Бхагаватам говорит, что это применимо, это правда для каждого живого существа в этом мире. Except for those persons who utilize their time in hearing the message of the Bhagavatam. Кроме тех людей, которые используют свое время на то, чтобы слышать послание Бхагаватам. So that message contained within the Shrimad Bhagavatam is something so valuable, it can actually purchase for us eternal time. Таким образом, послание Шримад Бхагаватам, оно настолько ценно, что оно дарит нам это внутреннее время. We can attain to eternal nature like that of Lord Krishna's. Таким образом, мы можем понять лучше внутреннюю природу Кришны. And so that is the goal and the meaning of life. И в этом состоит настоящая цель и смысл жизни. And so Srila Prabhupada, he describes in this purport how these saintly persons, these paramahamsas, they're always working towards that end. И Шрила Прабхупада в этом комментарии описывает, как парамахамсы, эти святые люди, все свои усилия направляют на эту цель. They're trying to understand Lord Krishna and their relationship with Krishna and engage in devotional service to the Lord. Они пытаются понять Господа Кришну, понять свои отношения с Господом Кришной и занять себя служением Богу. And so here in this verse, it's described that how in this world also that there's many literatures. И здесь в этом стихе описывается, что в этом мире есть различная литература. And it's very vividly described how these mundane literatures, they're a place of pilgrimage for crows. И здесь очень живописно описывается, что вот эта светская, мирская литература, это место, это помойка, в которой роются вороны. And we see in my garden, I have a compost pile. И у нас в огороде тоже есть компостная куча, where all the refuse from the kitchen goes. Куда мы выбрасываем все остатки с кухни. And frequently there's crows there. И очень часто мы видим там ворон. And they get some benefit because they get some remnants of prasadam sometimes. Конечно же, они получают определенное благо, потому что они поедают остатки прасады, которые им иногда достаются. But we get a different kind of bird at Sarnagati, sometimes in the spring and in the fall. We have a big lake here. И у нас в Шаранагате есть и другие птицы. И иногда весной или осенью на нашем озере. And trumpeter swans will come and stay in our lake for 2, 3, 4 weeks. Мигрирующие лебеди, пролетая через наши края, проводят 2-3 недели на нашем озере. So they're very large and very beautiful bird. Это очень крупные и очень красивые птицы. And as Prabhupada said, how the swans, they like to go to very beautiful places. Прабхупада пишет то, что лебеди, они любят находиться в красивых местах. So these swans, they come and
they rest for a few weeks in our lake before they continue in their migration. Поэтому эти лебеди проводят несколько недель на нашем озере, прежде чем продолжают свою миграцию. And they enjoy the beautiful scenery of our valley. Они наслаждаются прекрасными видами нашей долины. So crows are birds and swans are birds, but they say birds of a different feather. И вороны и лебеди – это птицы, но это птицы совсем не похожие друг на друга. So Prabhupada describes again in the purport how these crow-like men, they're attracted to this mundane literature. Итак, Прабхупада в комментарии описывает, что эти люди, подобные воронам, привлекаются этой мирской литературой. And if we consider for a moment our own situation, we were all at one time crow-like men and women. И если мы на секундочку задумаемся, вспомним, то мы тоже в какой-то момент были такими людьми, подобными воронам. That we were very much engrossed in material life and attached to these kind of mundane literatures and mundane cinema. Мы тоже были погружены в материальные привязанности. Мы очень любили мирские книги, фильмы, театр. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada and his followers, we've been lifted up from that crow-like existence and been offered the path of bhakti to become swan-like. Но по милости Шрилы Прабхупады, Шри Чайтаньи Махапрабху и их слуг, их преданных, нас подняли из этого положения и дали возможность стать подобным лебедям. Prabhupada, he describes, it's very interesting in one purport, he describes the importance of Vedic rituals. В одном из своих комментариев Шрила Прабхупада пишет о важности ведических ритуалов. How when King Parikshit was born, they performed all the necessary Vedic rituals. Он рассказывает, что когда родился царь Парикшит, были проведены все подобающие ведические ритуалы. And Srila Prabhupada describes, according to the Vedic understanding and Vedic principles, unless one goes through all those purificatory ceremonies in his life, you will never have successful or godly society. И Шрила Прабхупада пишет о том, что с ведической точки зрения, если не проводить все эти ритуалы, то без них невозможно богоцентричное, успешное общество. So hearing that, we might think, well, when we were born, there was no purificatory ceremony at our birth or in our upbringing, and it might seem very hopeless for us. Когда мы слышим это, мы начинаем думать о том, что когда вот я родился, никаких очистительных ритуалов не было проведено. И, наверное, у меня нет надежды. So Srila Prabhupada, he describes in that purport how in this age we have this Panchatrika system. И в этом же комментарии Прабхупада пишет о том, что в наш век у нас есть система панчаратрики. Of hearing Shrimad Bhagavatam, worshiping the deity, performing bhakti yoga. Слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться божеству, заниматься бхакти-йогой. And he describes how everyone, even in this fallen age, can be elevated to this state we are reading about in this purport of becoming Paramahamsa. И он пишет о том, что в наш век любое живое существо может подняться на более высокую платформу и стать Парамахамсой. And again, it's simply a matter of us realizing the value of what is being presented before us and the benefits of embracing it. И опять все сводится к тому, чтобы понять ценность того, что было до нас, и понять, что полезно. And at the same time, keeping in mind the detriments of all those material things. В то же время мы должны помнить о том, что природа всех материальных вещей приходящая и незначительна. Prabhupada uses a nice word in English.
he talks about the pernicious effects of material nature. Pernicious facts. Pernicious means very entangling, very bad. И он, Bad. Шрила Прабхупада использует очень интересное выражение, которое означает запутанность материальной природы. And so material literature, that's one of these pernicious things, one of these bad things. И одна из этих плохих вещей, в которых мы запутываемся, это мирская литература. One time Srila Prabhupada, he asked to see a Time magazine. He wanted to read some article. Однажды Шрила Прабхупада попросил журнал Time, он хотел прочитать там одну статью. And so the devotees got the magazine, Prabhupada read it, and then he said something interesting. Преданные принесли ему журнал, Прабхупада прочитал статью и потом сказал что-то интересное. He commented that devotees should not read this literature because it makes the material world seem real. Он сказал, преданные не должны читать такого рода литературу, потому что благодаря ей материальный мир кажется реальным. And we all experience that if you read news magazines, you hear the news, becomes very much prominent in your consciousness. Становится значимым. И мы все испытывали это. Когда начинаешь читать новости в газетах или слышать по новостям, все это начинает занимать очень много места в нашем сознании. But there's so many things going on in this material world, but from a higher spiritual perspective, their importance is very different. Да, в этом мире происходит очень много событий, но с более высокой духовной точки зрения их значимость невелика. Sometimes at Saranagati, the bears come and they'll turn over big rocks looking for ants. Иногда в Шаранагати у нас приходят медведи, и они переворачивают большие камни, ища муравьев, And they eat the ants. которых они едят. So all these activities in the material world, they're like the activities in the ant colony. И все эти события, которые происходят в материальном мире, это как в муравейнике большом. And in the bigger picture, they're not so significant. С глобальной точки зрения, они незначимы, не имеют значения. And at the same time, we see how Srila Prabhupada, he was abreast of current affairs. И, конечно же, с другой стороны, мы видим, что Шрила Прабхупада был в курсе событий современности. And similarly to preach Krishna consciousness and teach our philosophy, we also have to relate it to current affairs. И, конечно же, чтобы проповедовать сознание Кришны и его философию, мы должны быть в курсе каких-то текущих событий. And so we need to keep a little bit in tune with what's going on in the world. То есть нам нужно понимать, что происходит в мире. I remember one of my godbrothers, he took Srila Prabhupada's instruction not to read anything material so seriously, it caused him some problems. Я помню, что один из моих духовных братьев настолько серьезно воспринял наставление Прабхупады не читать ничего материального, что у него даже были проблемы из-за этого. So he was completely out of touch with what was going on in the world, materially. Ситуация сложилась так, что он вообще не был в курсе того, что происходит во внешнем мире. So he was Canadian and he was visiting the US and then he drove back into Canada. Он канадец, он поехал на машине в США и возвращался обратно. And he stopped at the Canadian customs immigration. И он проезжал через таможню на канадской границе. And sometimes if you look a little suspicious, they'll ask you many questions. И знаете, иногда, если ты выглядишь немного подозрительно, они начинают задавать очень много вопросов. Prabhupada said sometimes they're like dogs barking. Прабхупада говорил об этом так, как собаки гавкают.
So this is 1970 something, and at that time he looked very strange, wearing orange robe and bald head and sika. И это были 70-е годы, и для тех годов он выглядел очень странно, в оранжевых одеждах, лысый, с шикхой. So the Canadian customs man said, "Where are you from?" He said, "Canada." А таможенник у него спрашивает, вы откуда? Он говорит, я канадец. Then a customs man asked, "Who's the Prime Minister of Canada?" И тогда таможенник его спрашивает, а кто премьер-министр Канады? And he said, I don't know. А тот говорит, ну я не знаю. So he said, "You're Canadian, you don't even know who the Prime Minister is." Как вы канадец, и даже не знаете, кто у вас премьер-министр? So they wouldn't let him back in Canada. Поэтому они не пустили его назад в Канаду. So we may need to take some information from the material world. То есть нам нужна какая-то информация, какое-то представление о материальном мире нужно. But it's something we have to be conscientious that it's not the real world and it's not the real goal of life. Но мы должны осознавать, что этот мир не наша настоящая цель. And especially in the modern age with technology, technology has designed media to actually become addictive. И современное развитие технологий идет таким образом, что мы пристращаемся. Это специально разрабатывается так, чтобы мы впадали в зависимость от всего этого. And in fact, they have developed a science of creating an addiction. На самом деле, даже есть уже такая наука того, как вызвать зависимость. Just like many people become addicted to drugs. Как, например, многие люди впали в зависимость от наркотиков. In English, there's a slang for drugs called dopamine. В английском языке есть сленговое слово, которое обозначает наркотики, допамин. Actually, I'm sorry, the slang is called dope. Извиняйте, это слово, значит, по-английски звучит dope, так называют наркотики на сленге. Dope is short for the name of a hormone called dopamine. Dope – это сокращение от названия гормона счастья допамина. So when people take these intoxicating drugs, their body produces a hormone called dopamine. Когда люди принимают эти наркотики, их тело вырабатывает гормон допамина, эндорфин. And it makes them feel very good and elated. Они чувствуют прекрасно себя, у них такое радостное, счастливое состояние. And so they become very attached to that elated feeling and become addicted. И вот к этому радостному состоянию они очень пристращаются, привыкают. And similarly, gambling is very addictive. Таким же образом, азартные игры, к ним можно очень пристраститься. So sometimes when you gamble, sometimes you win. Когда ты играешь в азартные игры, иногда ты выигрываешь. And so when you win, you become elated. And when you become elated, your body also produces this dopamine. Когда ты выигрываешь, ты чувствуешь счастье. И таким образом тело тоже начинает вырабатывать эти гормоны счастья. And so people become addicted to gambling because they're looking for that dopamine that comes from when they win. И люди впадают в зависимость от азартных игр, потому что им нравится вот этот выброс допамина, когда они выигрывают. And they become dopamine addicts. Они становятся допаминовыми наркоманами. And in casinos all over the world, they have something called slot machines. И мы знаем, что в казино по всему миру есть автоматы игральные. And you put some money in, you pull a lever, and this thing spins, and one in a million times you win. И бросаете монетку, дергаете за рычаг, там крутятся вот эти колесики, и у вас есть шанс 1 из миллиона выиграть. And then when you win, again you get this dopamine, you get elation. И когда вы выигрываете, у вас опять вот это чувство радости, счастья.
And people become addicted. И люди Because of тоже впадают в зависимость. And similarly, we have something called Facebook, И также у нас есть такая вещь, как Facebook, which was apparently patterned either intentionally or unintentionally after this gambling. который тоже создан намеренно или ненамеренно, подобно вот этому игровому автомату. And they actually found through research that when people scroll through Facebook, eventually you find something that's interesting. И они просто поняли, что когда люди листают ленту, в конце концов они однозначно найдут что-то, что их заинтересует. And you find something interesting, there's a rush of dopamine. И когда ты увидел что-то, что тебя интересует, опять происходит небольшой выброс дофамина, гормона счастья. And so again, you have to scroll more and more and more until you find И something. возникает, да, желание листать больше и больше и больше, чтобы находить что-то, что вызовет выброс гормона счастья. And it actually creates a type of addiction. И это тоже является определенной зависимостью. So a lot of thought went into developing this Facebook. Поэтому в разработку Фейсбука было вложено очень много мыслей. It's not actually created specifically for being entertaining or being informative. На самом деле этого цель не как-то развлечь нас или как о чем-то проинформировать. It's actually designed to get you to spend as much time as possible and infrequently get this little rush of dopamine to get you attached, so you'll spend more and more time, so you'll see more and more advertising. Он специально так разработан, чтобы вдохновлять нас все больше и больше, пролистывать эту ленту, проводить больше времени, ища вот эти небольшие выбросы гормона счастья один за другим. So in today's age, almost everyone is addicted to this kind of social media. В наше время практически все подсели на социальные сети. So it does have some purpose, and it can be used in Krishna service. Да, конечно же, от них есть польза. Их можно использовать для проповеди сознания Кришны. Srila Prabhupada gives one example how you can use a thorn to pull out a thorn. В таких случаях Шрила Прабхупада приводил пример, как одним шипом можно вытащить другой шип, застрявший, занозу. If you ever have rose bushes and you're pruning the roses, sometimes you'll get a little thorn break off and stuck in your skin. Если у вас есть розы в саду, то вы знаете, начинаешь их собирать, и часто застревает какой-нибудь шип. And it's so small you can't actually grab it with your finger. И он такой маленький, что ты даже пальцами ухватить его не можешь. But you can take another thorn and use the point of that thorn to actually pick the other thorn out. Тогда ты берешь, отламываешь другой шип, и этим кончиком этого шипа вытаскиваешь тот. So in a similar way, we can use these things like social media, Facebook, YouTube. We can use them in Krishna service. Подобным образом мы можем использовать социальные сети и сайты в служении Кришне. At the same time, realizing there is a pernicious or bad effect that can also be there. Но в то же время мы должны понимать, что они имеют вот этот эффект запутывать нас, вызывать привязанность к ним, зависимость. And especially if we can consider how valuable time is. А особенно если мы будем помнить о том, насколько ценно время. And how we cannot buy back any amount of time. Even И как мы не можем вернуть вообще никакое потраченное время, ни секунды назад не можем. So we need to keep abreast of what's going on in the world for interacting in the world, and we need to use these kinds of things like social media for spreading Krishna consciousness, but at the same time keeping in mind there's a crow-like dynamic to it. Поэтому, конечно, в целях распространения сознания Кришны мы используем социальные сети и все эти вещи, которые
предоставляет нам современный мир. Но в то же время мы помним об этом менталитете ворон, которые копаются в помойке. We used to do a study program with youth in our community for kids maybe 12 to 20, 22 years old. И у нас была программа обучающая для детей от 12 до 20 лет. And we would do it very informally in our house, make them feel comfortable. Мы приглашали, так, в дружеской обстановке, приглашали детей в наш дом. And they would take turns reading purports from reading verses from Bhagavad Gita. Мы по очереди все читали стихи из Бхагавад-гиты. And we would discuss some verses and purports. Мы обсуждали стихи, комментарии. And we would ask them, well, what do you get from that? И мы спрашивали, а что ты понял, что ты вынес из этого? And we would actually let them discuss amongst themselves. И мы позволяли им обсудить это между собой, просили их. And we did that actually over the years through 3 different groups of teens. И за эти годы у нас было уже 3 таких группы подростков. And I remember them commenting once that they liked that program so much. И я помню, что однажды они нам поделились, что им так нравится эта программа. So sometimes I would ask them, how does it make you feel when we study Bhagavad Gita together? Просто когда мы спрашивали, и как вы себя чувствуете, как вам нравятся эти изучения совместные Бхагавад-гиты? And so they would say uplifted and just wonderful and enlivened. Они говорили, это радостно, это вдохновляет, это наполняет силами. And so I asked them, well, sometimes you kids, you stay up all night and you watch 2 or 3 movies in a row. How does that make you feel? А потом тогда я у них спрашиваю, ребята, вот вы иногда всю ночь не спите, 3 фильма подряд смотрите за ночь. Как вы себя при этом чувствуете? And they would say drained. И они говорят истощенными. Как будто все силы. It didn't make them feel good. В общем, нехорошо они себя чувствуют. There was some kind of entertainment there, but it didn't really satisfy their soul. То есть это да, это развлекает, но это не приносит удовлетворения душе. So the next verse you'll hear about the very wonderful effects of transcendental literature. Конечно, в следующем стихе мы услышим о чудесном влиянии трансцендентной литературы. So Shrimad Bhagavatam describes that actually the Bhagavatam is as brilliant as the sun. И в Шримад Бхагаватам говорится, что оно подобно солнцу, оно сияет как солнце. So after the departure of Lord Krishna, the Bhagavatam arises. После ухода Господа Кришны всходит солнце Бхагаватам. And so this literature, Shrimad Bhagavatam, it's not, has nothing to do with the modes of material nature. Эта литература, Шримад Бхагаватам, она выходит за рамки треугун материальной природы. So much of the literature in the material world is in the modes of passion and ignorance. Обычная мирская литература, она обычно в гунах страсти и невежества. And there's some literature that involves philosophy and art, and it's more towards the mode of goodness. Есть определенная литература о философии, об искусстве. Это больше в гуне благости. But Shrimad Bhagavatam enters into the realm of pure, unalloyed Shuddha-sattva, pure goodness. Но Шримад Бхагаватам относится к сфере чистой, беспримесной, ни от чем не оскверненной бхакти. So the Prabhupada once described how he said, you may see the Devanagari and the Sanskrit, and it may appear just like characters on a page, but he said it's actually
is actually spiritual and transcendental. Шрила Прабхупада описывал это так. Мы видим на страницах Деванагари буквы, и нам кажется, что это простые какие-то символы, но на самом деле это духовная сфера. One time Srila Prabhupada was giving class and he was encouraging the devotees to take turns chanting the Sanskrit. Однажды Шрила Прабхупада, читая лекцию, очень вдохновлял преданных повторять санскрит. And naturally some devotees are shy. А некоторые преданные стеснялись. But Srila Prabhupada, he was encouraging. He said, even you can't do perfectly, you should try. Но Шрила Прабхупада вдохновлял. Он говорит, даже если у вас не идеально получается, попробуйте. And he made this point. It's actually a transcendental sound vibration. Он подчеркивал, что это трансцендентная звуковая вибрация. And he said, even if you do not understand the Sanskrit language, he said, simply if you attempt to try to chant, you will make spiritual benefit. Он говорил о том, что даже если вы не понимаете санскрит, если вы просто будете пытаться повторять это, вы получите духовное благо. And then Srila Prabhupada, he said in a very strong voice, he said, even if you do not understand the English, И тогда Шрила Прабхупада громким голосом повторил, даже если вы не понимаете английский, he said, even you simply try to understand, so Krishna will take you back to Godhead. если вы просто будете пытаться понять, уже за это Кришна заберет вас обратно к Богу. So we can actually connect to that transcendental realm by hearing Shrimad Bhagavatam. Поэтому мы можем установить связь с этой трансцендентной сферой через Шримад Бхагаватам. And Srila Prabhupada, he wanted us very much to read all of his books. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы мы читали все его книги. And we're very fortunate all over the world. We have Srila Prabhupada's books translated. И нам повезло, что по всему миру есть переводы книг Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada's conversations, his letters. Его разговоры, беседы, письма. There's so many recordings. Есть только записи Прабхупады. I was in Moscow, and one devotee, he was driving us, and he didn't speak English, so he had a tape playing, a CD playing in his car of Srila Prabhupada. И когда мы были в Москве, нас возил один преданный, он не говорил по-английски, но у него играл в машине Прабхупада. So it was in English, Srila Prabhupada in English giving his class on a Bhagavatam verse. Он слушал, не понимая английского, Шрилу Прабхупады, который давал лекцию по Шримад Бхагаватам на английском. And just as Sati is translating here, somebody was translating in that recording, so devotees they could hear the translation. И там был перевод, конечно же. So there's so many ways we can become absorbed in this transcendental literature and the transcendental words of Srila Prabhupada. Есть столько способов, как мы можем погрузиться в эту трансцендентную литературу и в трансцендентные слова Прабхупады. And again, we can reflect on the importance of that. И мы можем размышлять об их важности. Because we actually have a choice that we can become swan-like. Потому что перед нами у нас есть выбор. Мы можем стать подобным лебедям, or we can go back to becoming like crows. Или мы можем вернуться к тому, чтобы быть подобным воронам. And there's so much enticement out there in the material world to join the flock of crows. Потому что материальный мир нам столько соблазнов предлагает. Возвращайтесь в стаю ворон. But Srila Prabhupada, he's inviting us to the transcendental realm where we can all become swan-like and Прабхупада приглашает нас в эту трансцендентную обитель, в которой мы можем стать подобными лебедям. So I would like to thank everyone for investing their valuable time in hearing Shrimad Bhagavatam. Пожалуйста, примите мою благодарность за то, что вы слушаете Шримад Бхагаватам. And I pray that there may have been something of value for you in what I said.
И я надеюсь, что вы услышали что-то, что было для вас ценным в том, что я сказала. So if there's any questions, we'll take questions. If not, we'll end here. Yes, the question is, where do you think lies the, how do we define that, which is enough to news to know for our preaching and spreading Krishna consciousness, and when are we overindulging? Let me say it in Russian. Как понять, где граница между тем, что мы просто узнаем достаточно о новостях для проповеди и распространения сознания Кришны, или когда мы уже начинаем погружаться в это все? I think especially if we find ourselves becoming overly concerned and stressed about politics in this material world. Я думаю, что это наступает, когда нас начинает беспокоить, и мы начинаем переживать из-за политики и событий в этом мире. Because in the ultimate sense, we have no real influence in that sphere. Потому что в конечном счете мы никак не можем повлиять на эту область вещей. And if we become overly absorbed in things in which we have no influence, it tends to make us feel disempowered and frustrated and filled with anxieties. Потому что если мы очень сильно переживаем из-за чего-то, что мы никак не можем контролировать, и нам это не подчиняется, мы чувствуем разочарование, беспомощность. Это нас расстраивает. And when we become overly absorbed in things in which we have no influence, our ability to actually influence anything actually decreases. И когда мы сосредотачиваемся слишком на тех вещах, которые нам не подконтрольны, а которые мы не можем изменить, то в целом наша способность что-то изменить уменьшается. And if we concentrate in that area, however small it may be, where we can become a better person, we can become a better devotee, and we can help others become better persons and devotees, then our influence grows. Но если мы сосредотачиваемся на том небольшом количестве вещей, которые мы действительно можем изменить, мы можем стать человеком лучше, мы можем развить хорошие качества, и так мы сможем помочь другим, и таким образом и себе расти и становиться лучше. And I know right now our neighbor to the south, United States, the politics is very crazy. И я знаю, что сейчас у нашего соседа с юга США там какие-то уже очень активные политические события происходят. In Canada, it's crazy, but south of the border, it's beyond crazy. У нас и в Канаде тут тоже сумасшедший дом, но в США там просто они уже совсем с ума сходят. There was a Canadian election, and somebody phoned me doing a survey. У нас проходили выборы недавно, и кто-то позвонил мне, делал опрос. And they said, what are your opinions on the Canadian political parties? И меня спросили, что вы думаете, ну вот об этой партии. So I said, well, more or less, it's like if there was some dog stool on the sidewalk. Я говорю, ну это похоже примерно на вот это. Лежит испражнение собаки на краю дороги. And one pile was wet and one pile was dry. Там две кучки, одна сухая, а другая еще свежая. I said the dry pile, relatively speaking, is less disgusting than the wet pile. Я думаю, что из этих двух кучек я выберу сухую. Она все-таки менее противная. And the person doing the survey, they laughed and they said, "Yeah, you're right." И он сказал, да, человек, который делал опрос, он посмеялся и сказал, да, очень точное сравнение. At the same time, I will say, I do think it's devotees, important as devotees also to vote. Но в то же время я скажу, даже несмотря на то, что мы преданы, голосовать важно. And I say that because one of my godbrothers, his father used to be in the government.
Я хочу это сказать, потому что у одного из моего духовного брата его отец работает в правительстве. And his father said that when you vote, nobody knows who you vote for. И его отец говорит, когда ты голосуешь, никто не знает, за кого ты голосуешь. They just know that you voted. Просто есть по факту отметка, что вы проголосовали. And he said politicians are very, very busy, and they can't pay attention to everyone in every group. И политики, они очень занятые люди, они не могут уделять внимание всем. But he said the politicians, they will look at the voters list and see who's voting. Поэтому они берут список тех, кто проголосовал. And if they say, here's a group of people, but they don't vote, then I don't have to bother spending time helping them. И он видит, например, вот есть такая-то жалоба, но эта группа людей, они вообще не голосуют. Тогда политик не будет тратить свое время, чтобы этой группе людей помогать. So sometimes our society, we take help from government people to get permits and authorization for different things. И зачастую нашему обществу нужна помощь властей, чтобы получить какие-то разрешения или провести какие-то мероприятия. And if the government minister, he sees, well, these people don't vote anyway, so why should I bother spending time? И если администрация или власти видят, что мы вообще, эта группа людей вообще не голосует, то зачем им тратить на нас свое время? So for that reason, it is important for devotees to vote in that sense. Поэтому вот по этой причине, по этой причине важно голосовать. And over the years in the Vancouver temple, we've had many politicians. They come to the temple and speak at big festivals. И за эти годы в храме Ванкувера у нас побывало несколько политиков. Они приходят, произносят какие-то слова. Because they could see, well, these are people that are actually, they vote, and therefore they would take their time to assist the devotees. Потому что они видят, что мы как преданные голосуем, и поэтому они тратят свое время, чтобы прийти и пообщаться с нами. One year at Rath Yatra, it rained the morning of the festival. Однажды мы проводили Радха-ятру, и в этот день с утра лил дождь. Right until the moment when Lord Jagannath got on the Rath Yatra cart. И дождь шел до того момента, пока Джаганнатха не взошел на колесницу. And as soon as Lord Jagannath was on the cart, it stopped raining and the sun came out of the clouds. Как только Джаганнатха зашел на колесницу, небо прояснилось, дождь прекратился и вышло солнце. And when the parade arrived at the festival site and Lord Jagannath was on his altar, the mayor was there and he spoke. И когда колесница проходила мимо мэра, она остановилась, и он произнес речь. And the sky had become completely blue and sunny. И в этот момент небо было абсолютно чистым и солнечным. So the first thing the mayor said was, as the representative of Lord Indra, I bring you good weather. И первое, что сказал мэр, как представитель Господа Индры, вы принесли нам хорошую погоду. So he'd obviously read something about Krishna consciousness. Очевидно, что он подготовился и что-то прочитал о нашей философии. So we need to be aware and understanding of what's going on, but not become overly absorbed. Да, нам нужно просто быть в курсе событий. Не нужно выпадать, но не нужно погружаться в это. Yes, thank you very much, Prabhu. So I think that's all the questions that we've got so far. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо. Спасибо всем большое. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.